Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это долгожданный для многих выпуск. Дело в том, что мы уже в третий раз попытаемся возродить серию роликов про пулеметчиков в страйкболе. Я сказал пулеметчик в страйкболе, и пока ничего не произошло. Так вот, в этом выпуске я расскажу про тернистый путь создания страйкбольной версии ПКП в компоновке Bullpup. Как вы знаете, в команде Red Army с пулеметчиками полная беда. Можно сказать, что на играх пулеметчика у нас нет. Человек начинает играть, сталкивается с проблемами тюнинга, эксплуатации, кармическими дугами, проклятиями и забивает. В этом сезоне сокомандник с позывным ZIS решил взять на себя эту роль. Еще в 2013 году он купил себе ПКМ от АНК только потому, что на него были какие-то дикие скидки. Он, конечно, пробовал таскать этот пулемет на какие-то игры, но это было больше похоже не на игру, а на борьбу с ветряными мельницами. Эргономика страйкбольного ПКМ настолько противится нормальной игре, что ни о какой реальной эффективности не могло быть и речи. Если с весом еще можно было смириться, то развесовка практически полностью исключала нормальную продолжительную стрельбу с рук. Единственное, что меня в нем сильно смущает, в том, что действительно не поработаешь, вот, не ухватиться. Вот прикол. То есть, если работать, придется стрелять с ручки, вот здесь неудобно, крайне неудобно. Здесь тоже неудобно. Каким бы здесь не был крепким и здоровым парнем, все равно уже через 20 минут активной стрельбы руки настолько забивались, что нормально заниматься прикрытием было проблематично. И это если еще забыть про проблемы со штатным коробом, которому в итоге ZIS самолично прикорячил систему подкрутки с кнопок, установив эти кнопки по бокам короба. В конце 2017 года ZIS, насмотревшись видео с Сергеем Бадюком, загорелся сделать из своего ПКМ Bullpup версию ПКП. Визуально казалось, что с ним будет намного проще работать с рук, и вообще эргономика больше отвечает страйкбольным реалиям. В 2018 году мечта оказалась вполне реализуемой благодаря появлению кита от Lab52 для переделки ПКП в ПКП Bullpup и появлению кита от Raptor Airsoft для переделки ПКМ в ПКП. Первыми в Россию эти киты привезли ребята из BF Guns. Кит ZIS как раз из BF Guns. Чуть позднее в продаже появились первые ПКП в компоновке Bullpup, и тут стал выбор: или купить готовый, или все-таки собрать из частей. Так как тушка ПКМ уже была, то ZIS решил собирать из частей. Путь оказался тернист. Первым был приобретен Bullpup кит от Lab52 за 16 500 рублей. Установкой кита занимались они же. ZIS отправил в Lab52 пулемет, они установили кит и в разобранном виде отправили пулемет с установленным китом обратно с деком. В процессе транспортировки в лучших традициях жанра был отломан торчащий из ствола шароприемник. Пришлось все менять. Можно было самостоятельно попробовать установить кит от Raptor, но знающие люди вовремя сказали, что могут быть нюансы с правильной посадкой и настройкой соосности. И лучше всего эту операцию доверить людям, у которых есть парк оборудования и соответствующий опыт. Так как все равно планировалось устанавливать камеру хопапа и внутренности короба от Bulgir Custom, было принято решение доверить конечную сборку именно им. В итоге Bulgir сразу правильно поставили кит от Raptor, установили свою камеру хопапа, настроили соосность, заменили внутренности короба, проверили внутренности гирбокса и заменили детали для 150-го тюнинга. В результате мы получили вот такой пулемет. Посмотрим на все изменения подробнее. Установлен Bullpup кит от Lab52, который включает в себя пятку приклада, реплику цевья B50, рамку защиты короба и железную рамку снизу. Именно на ней производится размещение рукоятки со спуском и крепление короба. Установлен ПКП-кит от Raptor Airsoft из магазина BF Guns. В нашем случае из кита нам пригодился только ствол, так как в компоновке Bullpup штатный приклад не используется. Установлен хопап для ПКМ от Bulgir Customs. Особенностью этого хопапа является жесткая фиксация стволика в камере хопапа, возможность использовать стандартные давилки и резинки хопапа, плавная регулировка и, главное, хорошо подогнанные друг к другу детали. Bulgir Customs рекомендует использовать с этим хопапом резинки от Prometei, поэтому был установлен синий Prometei. Внутренности стандартного короба были заменены на внутрянку от Bulgir Customs. Те, кто пользовался штатными коробами от ПКМ, знают, какие они на самом деле проблемные, начиная с реализации системы подачи, заканчивая управлением системой своевременной подкрутки. Внутрянка короба от Bulgir имеет более продуманную внутреннюю компоновку.
Отсек под аккумулятор находится отдельно от шаров и стал заметно больше. Аккумулятор на 5000 махов помещается без всяких проблем. Емкость под шары тоже стала больше. Теперь в короб помещается 7500 шаров. Благодаря чему досыпание шаров в короб становится очень редким занятием. Чтобы досыпать шары, не обязательно отмыкать короб, достаточно просто открыть боковую крышку. Вместо штатного мотора в короб был установлен усиленный мотор с редуктором. Такой мотор меньше греется и намного сильнее крутит механизм подачи. Сам механизм подачи стал проще и надежнее. Нагруженные детали механизма сделаны из алюминия. Шары подаются по жесткому пластиковому каналу. Есть регулировка скорости подачи шаров, то есть прямо на ходу можно настроить нужную скорость подачи. Подача шаров происходит автоматически при нажатии на спуск, без пропусков. На всякий случай также есть кнопка принудительной подачи шаров, но мы ее отключили, чтобы зацепить в цепь блок электронного управления ARM-V. В любом случае в принудительной подаче отпадает смысл, короб прекрасно подает шары при нажатии на спуск. Электроника от ARM-V позволяет настроить антуражную скорострельность, а также увеличить скорость реакции на спуск за счет функционала, позволяющего отслеживать положение шестерней. При каждом нажатии на спуск происходит полный цикл выстрела, и шестерни встают в одно и то же положение. Бонусом продлевается срок службы внутрянки, что для пулемета актуально. Отдельное видео об этой электронике и всех ее возможностях в скором времени будет на нашем канале. Стенки гирбокса оставили стандартные, а вот внутрянка была доработана для уверенных 150 метров в секунду. На больших играх пулемету важно прошивать кусты, поэтому 150 в данном случае вполне оправданы. В любом случае всегда можно достаточно быстро заменить пружину на более слабую и получить 120 метров в секунду. Внутри гирбокса установлены тяговый мотор SHS с коротким штоком, пружина Gardner SP130, поршень SHS полнозубый 14 зубов, голова цилиндра BNC, голова поршня от Bulgir Custom, комплект шестерней SHS 18:1, а также установлена новая проводка с подключением короба и электронного ключа от ARM-V. Общая стоимость проекта составила чуть меньше 60 тысяч рублей. В итоге мы получили совершенно другой с точки зрения удобства использования пулемет. ПКП Bullpup стал весить не намного меньше, но зато получил развесовку, при которой ствол не стремится клюнуть вперед, и заметно меньшую длину. Благодаря такой компоновке пулемет можно полноценно использовать для прицельной стрельбы с рук в положении стоя. Заметно уменьшилась нагрузка на руки, а это значит, что пулеметчик сможет дольше держать сектор, не опуская ствол вниз. Более компактные размеры сделали ПКП вполне играбельным в условиях CQB. Конечно, нормально подуэлиться с автоматчиками из-за выступающего короба не получится, но тесные проходы и углы перестают быть проблемой. Хорошо работающий короб снял самую главную головную боль всех пулеметчиков – это подача шаров. Хороший хопап позволяет нормально закручивать шары, а это значит, что используя 0,3 шары можно уверенно заливать цели на дистанции до 75 метров. Если разориться на более тяжелые шары, можно и больше. Ссылки на все компоненты этого проекта я оставил в описании. Если вам интересно продолжение пулеметной темы, обязательно напишите об этом в комментариях. Кто знает, может быть, с третьего раза мы все-таки раскачаем проект пулеметчиков в страйкболе. Точно могу сказать, что будет геймплей с этим пулеметом и будет видео про снаряжение для пулеметчика. А у меня на этом все. С вами был Евгеньевич. Не забывайте поставить уверенный палец вверх, подписаться на канал, долбануть в колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. До скорого!